Приветствую всех! Сегодня бахнем SQL-инъекцию на платформе WebKids, задание NSA. Так получилось, что у меня оно уже решено, давайте разберем его вместе. Также не забудь подписаться и поставить лайк этому видео, тебе это не трудно, а мне реально поможет в продвижении канала. Так, перейдем в задание. Нам говорится flag is in column flag of table flag, то есть нам сразу подсказывает, что флаг находится в таблице флаг колонки flag. Теперь посмотрим на SQL Debug справа и на код страницы. Вот сам код. Если мы посмотрим на SQL Debug, мы видим, что здесь вводятся логи посещения страницы, включая браузер пользователя и его IP-адрес. Теперь давайте разберем этот код подробнее. Для удобства я скопирую его в блокнот. Так, что здесь происходит? Сначала в переменную записывается user-агент, а здесь записывается IP-адрес пользователя. Дальше выполняется SQL-запрос insert into logs, time, user-агент и IP. Это означает, что мы вставляем запись в таблицу logs в колонке time, user-агент и IP. Значение now — это текущая дата и время в колонку time, которая записывается, и после этого напрямую подставляется у нас user-агент и IP-шник. А дальше идет конструкция onDuplicateKey update. Она означает, что если запись с таким уникальным ключом уже существует, то выполняется обновление записи вместо вставки. Скорее всего, здесь уникальным ключом является IP-адрес пользователя, поэтому обновляется только time и user-агент. Теперь давайте откроем сайт через Burp, чтобы было удобнее работать с запросами. Копируем адрес сайта. И смотрим запрос. Отправляем его в репитер. Далее попробуем вставить user-агент кавычку, то есть значение тест, например, и ставим кавычку. Отправляем запрос. Открываем его в браузере. И мы сразу видим, что инъекция сработала, а запрос сломался. Это означает, что мы можем подставлять свое SQL выражение. Вот как теперь выглядит запрос. И давайте теперь попробуем заменить значение IP и вывести что-нибудь свое в user-агент. Например, давайте для удобства также в блокноте это все сделаем. Здесь мы видим, что мы будем изменять запрос. Подставляем здесь тест. IP-шник у нас будет, например, 1 значение, и далее у нас user-агент тоже меняется на тест. И ставим комментарий, комментируем все, что дальше до этого запроса. Копируем и вставляем. Отправляем запрос. Смотрим результат в браузере. И да, мы видим, что user-агент у нас изменился на тест, и значение IP-шника стало единицей. То есть мы уже полностью контролируем SQL-запрос. Теперь попробуем выполнить подзапрос и вывести наш флаг в user-агент, так как у нас уже IP-шник есть, поэтому мы можем просто сдавить подзапрос в user-агент. Select flag from flag. Копируем и вставляем в Burp. Отправляем запрос и смотрим результат. Видим, что запрос успешно отработал, и мы получаем флаг из таблицы флаг. Копируем его и вставляем в поле для ответа. И задача решена. Спасибо за просмотр.